понедельник утром, в свой выходной, я решила поехать в Макао. Я добралась до главного острова в Гонконге, оттуда, куда ходят все паромы на Макао. Купила билет, который стоил 175 гонконгских долларов, и нас загрузили на паром. На самом деле паром идет около часа. То есть в течение часа ты сидишь и наблюдаешь за водичкой. Очень мне повезло, что мое место было у окошка, и я могла наблюдать всю эту красоту. Мое место у окошка, и это очень хорошо. Поехали. Я забронировала отель, который находился в 2 шагах от парома. Но заселиться сразу у меня не получилось, потому что заселение в Макао, или в моем отеле, происходило в 3 часа дня, а на часах было 10:40, поэтому я пошла гулять. Самый близкий объект достопримечательности – это пристань рыбаков или деревня рыбаков. Это место, куда раньше приезжали рыбаки, и чтобы немного отдохнуть, они могли найти здесь отели. Чтобы перекусить, здесь всегда было и есть много ресторанов и кафе. И, конечно же, чтобы немного отдохнуть и развлечься, очень много развлечений, в том числе и казино. Вы знаете, мне нравится Макао. Здесь ты чувствуешь микс культур, которые действительно тебе близки. Я практически в Италии. Только вокруг меня азиаты. Шикают. Пойдемте покажу территорию с разными магазинами и отелями. Очень красивое место. Дальше я заселилась в свой двуспальный номер, очень быстро собралась и пошла гулять по Макао. Все готовятся к празднику середины осени, когда будет много-много-много фонариков. И посмотрите, фонарики везде. Сенатская площадь, пожалуйста. Часть из них уже с фонариками, а другая часть пока что еще без. Вот сейчас справа стоят женщины в желтом, и они что-то продают. Я не знаю, что. Я ни разу не пробовала. Но это интересно. И здесь тоже. И здесь. В общем, они на каждом шагу. Я не знаю, что это. Try. Thank you. Давайте пробовать. Чипсы.
Рыбные, соленые, вкусные. Или крабовые лейс. Боа Месса. Макао ресторан. Ну что, пойдем. А вот, кстати, и ресторан. Боа Месса. Типичные фонтаны, в которых нет воды. Господи. Мопеды. Здесь мы видим все португальское и китайское. Если вы когда-нибудь окажетесь в Макао, то не упустите возможности попробовать октопус-салат. Это салат из осьминога с огромным количеством лука и масла. Ну и, конечно же, Макао – это не Португалия, но вино там тоже льется рекой. Стараемся найти руины Святого Павла. Так, ну что, мы выходим как раз к руинам Святого Павла. На самом деле здесь тоже неплохой вид на собор. Так я вам скажу. Если камеру чуть-чуть повернуть, вот так вот вверх. Ну, тоже неплохо видно, смотрите. Вот, я даже тут сесть могу. Так, последний раз я была здесь, точнее, первый и, наверное, последний раз внутри я была зимой в декабре, когда был мой день рождения. Я заходила, и это всемирное наследие ЮНЕСКО, насколько я помню. То есть памятник охраняется очень хорошо. В общем, в Макао сюда прибыли иезуиты, и они выбрали этот город как центр своей миссионерской деятельности. И какое-то время здесь они преподавали и математику, и португальский, и китайский в том числе. И, в общем, в какой-то момент они вот открыли церковь Святого Лазаря, по-моему, она называлась, если мне не шпает память, или собор, или церковь Святого Лазаря. И в какой-то момент они оставили эту церковь и оставили вообще все, что они здесь настроили, и уехали. А все имущество они передали португальской колониальной администрации. Чувак, ты очень громко говоришь. Громче, чем я. Где-то через 100 лет здесь был собор, в котором случился пожар. И на самом деле вся вот эта вот, весь этот собор, вся эта церковь и руины, они были уничтожены пожаром. И восстанавливали очень долгое время эти руины. В итоге восстановили их, наверное, вот уже после перестройки, после того, как у нас произошла перестройка в 95-м году. А в 2005-м, то есть через 10 лет, это место стало всемирным наследием ЮНЕСКО. Вот так вот. Вот так. И все это пошло от иезуитов. Ребята, вы очень громкие здесь. Но самое интересное, знаете что? Мне нравятся квартиры, которые находятся напротив. Посмотрите. Вот. Это буквально напротив. Представляете, как им шумно? И как страшно жить здесь. На самом деле,
практически весь Макао, он вот в таких вот решетках. Неважно, на каком этаже ты живешь. На первом, на втором, на последнем. Везде решетки. А сюда обойти, интересно, нельзя. Я помню, я входила. Can I enter? No? Just for today? Окей. 17:30. Пожалуйста, я опоздала на 6 минут. 6 minutes! 6 minutes! Ай! Так, ну что, вот она, крепость, и нам туда надо. Давайте, пока не стемнело, потому что время уже... Сколько времени? Почти 6. Возможно, что скоро уже начнет темнеть. Давайте зайдем, посмотрим. Да, я помню это место. Здесь, по-моему, туалеты. Казино Лисбоа, по-моему, да? На самом деле мы идеально пришли к закату. Я думаю, что скоро будет закат. И вид отсюда будет, ну, просто бомба, пушка. На самом деле португальские военные не зря выбрали это место как форт или крепость, потому что отсюда открывается потрясающая видимость на город. Можно увидеть любого врага, который подходит, чтобы напасть. Ну а сегодня здесь потрясающая смотровая площадка, на которую приходит огромное количество туристов, чтобы посмотреть на Луну. Ну и в конце дня я очень много гуляла, любовалась городом и решила отметить свой выходной за типичным десертом из Макао. Ну что, значит, у меня портвейн, оливки, место называется «Три сардины». Ну, так это на русском, сардины. И гвоздь программы. Груша. Запеченная груша в вине. Очень часто в Макао встречаются вот такие пешеходные переходы, которые проходят над землей. И, кстати, также часто встречаются переходы подземные, которые проходят под землей. Это потрясающее завершение дня.